Приветствую, друзья, на канале Scale Journal. В сегодняшнем видео я продолжаю пополнять коллекцию оружия в масштабе 1 к 6. В прошлый раз я вам показывал сборку и покраску американской винтовки М16. Ссылку на это видео вы сможете найти в правом верхнем углу, а также ссылку на магазин в описании под видео. Ну а сегодня мы с вами соберем автомат АКС-74. Как видите, никакой инструкции и просто даны два литника, на которых расположилось небольшое количество деталей. В целом отливки неплохие, что ж, перейдем к сборке. Для начала необходимо отделить все детали с литников. Ну а далее следует стандартная обработка деталей, убираем следы от питателей, следы от пресс-форм и подобное. Зачистку произвожу с помощью острого цангового ножа, а также пилок различной зернистости. После того, как детали все обработаны, можно приступать к сборке. Как я уже говорил, инструкции никакой нет, но автомат в принципе собирается интуитивно понятно. Все детали соединяются с усилием, плотно и надежно. При желании можно просто собрать без использования клея и покраски. Модель даже в таком виде будет выглядеть достаточно неплохо. Но это не мой вариант, обязательно будем красить. Немного поторопившись со сборкой, забыл установить дуло. Но опять же не проблема, разъединяем половинки, вставляем пробоечную деталь и завершаем сборку. Для надежности проклею все супер жидким клеем от Pacific 88. Таким образом дополнительно скроем стыки половинных деталей, ну а там, где не скроется, будем использовать шпаклевку. Шпаклевку я буду использовать супер жидкую от Mr. Hobby. С помощью нее скроем следы от толкателей. Также я решил немножко укоротить пламя-гаситель, так как он выглядит чересчур длинным. И, конечно же, рассверлить ствол, так как без отверстия оно смотрится не очень правдоподобно. Также в пламя-гасителе я проделал отверстие, которое здесь также только намечено. И рассверлил ствол подствольного гранатомета. Доработки достаточно простые, но они значительно улучшат внешний вид модели. Вот такой результат у меня получился после сборки и доработок. Как видите, использовал шпаклевку на прикладе складном, также немножко на стыках половинок сверху и внизу на пистолетной рукояти также потребовалось. Также добавил вот эту примычку, не знаю, почему китайцы про нее забыли, рассверлил подствольный гранатомет, ствол, также рассверлил отверстие в пламя-гасителе. Теперь можно приступать к покраске. В качестве базового цвета я буду использовать черную краску от Pacific. Этим цветом я покрою полностью все детали автомата. Жидко разбавленной краской цвета сепия коричневого я покрашу пистолетную рукоять, цевье, а также магазин автомата. Красить буду в несколько слоев, чтобы получилось ровное покрытие.
заморачиваться с масками и красить аэрографом я не захотел. Тут проще использовать кисть и покрасить вручную. Далее, используя серую краску и технику сухой кисти, прошелся по всем выступающим элементам и граням, чтобы добавить дополнительный объем автомату. Также он придает немножко состаренный и пошарпанный вид, но в первую очередь это делается для выделения объема. Также, используя простой карандаш, прохожусь по всем заклепкам, также некоторым граням автомата для придания дополнительного металлического блеска. Так как результат после применения карандаша меня устроил не полностью, дополнительно еще прошелся с помощью техники сухой кисти цветом темная сталь от Pacific 88. И в итоге получился вот такой результат. Меня он более чем устраивает, смотрится отлично, и это второй автомат в моей коллекции. Что ж, коллекция будет продолжать расширяться. Следующая на очереди либо немецкий пулемет МГ-42, либо еще одна вариация винтовки М16. Ссылку на плейлист вы сможете найти в правом верхнем углу, а ссылки на покупку этих моделей вы сможете найти в описании под этим видео. Ну а далее круговое видео с результатом. Не забывайте оставлять ваши комментарии под этим видео, делиться им в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!